Однажды в Италии, в городе цветов и музыки Сан-Ремо, по улице бежал мужчина с большим окровавленным ножом в руке. В зеленой толстовке с бурыми пятнами, с темными волосами и фронтоватой стрижкой, с нездоровым огнем в черных глазах, он бежит, не оборачиваясь и почти не глядя под ноги. За ним гонится еще один мужчина, единственный смельчак, отважившийся попытаться остановить безумца, отрезает ему дорогу, переградив ее своей машиной. «Брось нож!» — кричит он беглецу. «Брось нож!» «Я сделал глупость!» — бормочет тот, остановившись. «Я сделал глупость!» Подъезжает вызванный другими прохожими наряд полиции. На парня одевают наручники. Его зовут Лука Дельфино, ему 30 лет. И только что у всех на глазах он 44 раза всадил нож в тело своей бывшей девушки. Однажды в Италии. Лука Дельфино родился в Генуе в 1977 году, и его детство практически с первых моментов дает основание усомниться в его здоровье. Когда новорожденному было всего 2 месяца, его мать не выдержала депрессии и, собрав ружье мужа, покончила с собой, резко оборвав самую важную связь, что только может быть в это время у ребенка. Отец Луки всегда утверждал, что это никак не повлияло на развитие сына, потому что он практически сразу же женился. Новая избранница относилась к мальчику как к родному, и до 15 лет он даже не знал о том, что приемный. Вот только могло ли даже не очень долгое отсутствие рядом материнской фигуры и впрямь пройти бесследно для малыша, каждый день жизни у которого это целая вечность? Возможно ли, что женщина, находясь на волосок от того, чтобы свести счеты с жизнью, справлялась с ролью любящей, теплой, всегда находящейся рядом матери? И можно ли представить, что мужчина, едва овдовев, женившийся на другой, встретил эту другую уже после горькой потери, а до того отдавал все свои свободное время и любовь жене и ненаглядному первенцу? Заповедь гласит: «Не судите, да не судимы будете». Не будем и мы осуждать отца Луки за то, что он не вытянул отношений с партнершей в тяжелой депрессии во времена, когда таким людям практически не умели помогать. Да и для ребенка вряд ли было бы лучше, если бы его отец и впрямь погрузился в глубокий траур, вместо того, чтобы привести в дом заботливую и добрую женщину. Она действительно была добра к малышу. Лука всегда называл ее мамой, и только когда он подрос, ему рассказали правду. Не всю сразу. Подробности гибели настоящей матери отложили почти до совершеннолетия. Но то ли все эти попытки как-то сгладить последствия тяжелой травмы оказались тщетными, то ли повлияла тяжелая наследственность, а только в отличие от вскоре родившегося младшего брата, простым ребенком Лука не был никогда. Еще подростком он часто сбегает из дома, а как только исполняется 18, отправляется жить собственную жизнь. Но не такую жизнь, где люди находят работу, снимают квартиру и худо-бедно потихонечку встают на ноги, а вольную. Катается по стране, ночует на вокзалах, ест, что придется. Приторговывает веществами и подворовывает по мелочи. Короче, хипует. Или бомжует, как вам больше нравится. Связи с семьей не теряет. Иногда, когда совсем прижимает, возвращается домой. Родители пытаются ему помогать. От работы с психологом Лука наотрез отказался еще будучи подростком, заявив, что если папе и маме что-то мешает, то пусть они сами и лечатся. А вот насчет юриста не возражал. Семейный адвокат Рикардо Ламонако начал помогать вечно влипающему в какие-то истории парню еще с пацанства и остается его защитником по сей день. Хороший адвокат – просто кудесник, заслуживает отдельного упоминания, но не будем забегать вперед. Итак, дома Луки не сидится, он бродяжничает и постепенно развивает свою стратегию выживания за счет женщин. Именно женщин. Похоже, он пытается отыграться за то, что потерял мать, найдя девушку, которая с лихвой воздаст ему и внимание, и заботы, и телесного тепла, и чего уж там, безусловной любви. А может, осознанно или нет, он ищет не только любви, но и мести. Мести женщине, которая оставила его, такого беспомощного и нуждающегося в ней. Его первая любовь случилась, когда ему было около 20 лет, а ей 17. Когда она его бросила, он попытался ее душить.
Но девушка смогла позвать на помощь родителей. Потом телефонные сообщения с обещаниями перерезать горло в переулке. Семья была так напугана, что даже переехала подальше от пылкого влюбленного в другой город. Но что такое сталкинг, тогда не знали. То есть, конечно, знали, но ни такого слова, ни методов борьбы с тем, что оно обозначает, еще не было. По крайней мере, в Италии. Как бы то ни было, а недостатка в женщинах Лука Дельфино не испытывал. Это по моему описанию и фото полицейских хроник вы вычисляете немытого бородатого бомжа. А вот некоторые девушки видели в нем прекрасного принца. Поэта, бунтаря, на худой конец романтика. Адвокат Луки предполагает, что он брал чисто количеством. В его телефоне были записаны сотни номеров. Он мог проводить целые дни, обзванивая потенциальных кандидаток, а дальше, как в гусарском анекдоте. Большинство пошлет, но хоть одна да согласится. Боюсь, адвокат понимает не все. Где ему, умному, рациональному мужчине, просчитать загадочную женскую душу? А жаль. Возможно, если бы получилось вывести формулу странного гипноза, который Лука Дельфино оказывал на женщин, это помогло бы избежать многих бед. Первой женщиной, имя которой увековечивала на ее беду связь с Лукой Дельфино, стала Лучано Биджи. Ей 36 лет, она красива, жизнерадостна, любит танцы и спорт и работает тренером по фитнесу. У Лучано была счастливая семья, но не так давно, буквально в считанные месяцы, один за другим ушли из жизни старший брат, отец и последняя мать. Теперь они с сестрой-близняшкой Бруно одни. Бруно на несколько минут старше, и это сказывается, она чуть более благоразумна и прагматична, и готова, когда необходимо, включить тормозы для более легкой на подъем сестры. Впрочем, у девушек прекрасные отношения, хотя и разные интересы. Лучано не стремится построить крепкую постоянную пару. Говоря, что если когда-нибудь и пойдет на это, то только с идеальным мужчиной, которых, как известно, не бывает. Но которого она, как ей показалось, все же встретила в самые первые дни 2006 года. 6 января в Италии последний день рождественских каникул, праздник Епифании, Богоявления. А еще день безобразных, но веселых и добрых ведьм, Бефан, которые приносят хорошим детям сладости, а плохим, плохим тоже сладости, но с кусочком уголька за непослушание. В этот день Бефаной рада себя объявить любая достаточно уверенная женщина, и Лучано, как и ее подружки, из таких. В тот вечер они решили как следует отжечь уголька для плохих мальчиков из ночного клуба. В какой-то момент кто-то, видимо, перебрал с жидкостью для розжига. И Лучано оказалась вдали от подруг и в опасной близости от двух изрядно перебравших парней, которые очень торопятся сблизиться с ней еще больше, не стесняясь при этом ни в жестах, ни в выражениях. И тут, как в сказке, появляется спаситель. Она говорит со мной и вообще, если она не хочет, женщину нельзя тронуть даже цветком. Смелый, романтичный, да еще и прекрасный. Уже было бы достаточно, чтобы объявить его принцем, но, видимо, чтобы наверняка, Лука включает все свое обаяние. Когда надо, он это может. У него есть харизма, он умен, увлечен культурой и кино, умеет красиво говорить. А иногда, как бы невзначай, словно приподняв краешек забрала, дать избраннице заметить проблеск затаенной боли в темных глазах. Поэт, романтик, интеллектуал. Эксцентрично странный, вызывающий сочувствие неожиданными приступами меланхолии. Напомню, это 2006 год, знания о том, кто такие нарциссы, не были еще так широко распространены, как сейчас. И вот уже Лука провожает Лучано домой. Дверь им открыла заспанная Бруно. В тот день Лучано забрала дома ключи, и ей пришлось позвонить в дверь. С трудом разлепив глаза, Бруно попыталась рассмотреть провожатого, но увидела только надвинутый почти на нос козырек бейсболки и что он ниже их роста. Не без раздражения Бруно выслушала историю чудесного избавления от клубных пьяниц, попыталась благодарить Луку и на том попрощаться, но не тут-то было, спаситель вовсе не собирался раствориться в ночи. Несмотря на явные возражения одной из хозяек дома и назревавшую между сестрами ссору, он остался в квартире. Выпить кофе, перекусить, переночевать и поселиться. И это при том, что Лучано не знала о нем ничего. Где работаешь, где живешь, как фамилия, наконец.
Лука умело уворачивался ото всех расспросов. Дотошная Бруно однажды поймала его на кухне, усадила перед собой, положила перед ним бумагу с ручкой и потребовала, чтобы он написал свои данные: фамилия, адрес, кто родители. Бесполезно. Луке то нужно было отлучиться в туалет, то он на что-то отвлекался, то заводил чрезвычайно важный разговор о другом. Бруно потеряла терпение, белый листок сохранил свою чистоту, а Лука так и остался просто Лука. Окутанный таинственным и романтичным флером в глазах Лучаны, подозрительный тип с точки зрения Бруны, а по факту просто безработный бомж с несколькими мелкими судимостями за плечами. Зато он умеет, не произнеся ни слова, напомнить и о своем трудном детстве, и о раннем сиротстве, и о несправедливости к нему мира вообще. Так что Лучана жалеет Луку. В ее мозгу вовсю бурлят химические процессы, которые мы привыкли называть влюбленностью. Ей уже почти не кажется странным, что она живет с тем, о ком не знает даже его фамилии. Чтобы окончательно усыпить ее бдительность, Лука представляет Лучану своим родителям, показав единственную часть его жизни, которая имеет хоть сколько-нибудь презентабельную форму. Семья и впрямь совершенно нормальная, можно даже сказать приличная и зажиточная. Принимает молодых радушно, угощает обедом, одаривает гостинцами, домашними соусами, песто и томатным. Идиллия. О том, что Лука появляется у них нечасто, и о других не столь привлекательных деталях его жизни, потенциальной невестке они не сообщают, и она окончательно расслабляется. Ну а Бруне очень не нравится происходящее, но она ничего не может сделать, кроме как все чаще уходить из собственного дома и ночевать у друзей, оставив странного голубка ворковать на ушко ее сестре. И тот, такой молчаливый, застенчивый и сдержанный при ней, наедине начинает демонстрировать свою истинную натуру. Изначально Лука показывает себя лишь немного ревнивым, но очень быстро эта ревность достигает крайней степени. Он контролирует Лучану, просматривает ее телефон, выхватывает его из рук девушки каждый раз, когда ей кто-то пишет или звонит, чтобы знать, кто это. А если Лучана не позволяет, тут же становится агрессивным настолько, что начинает избивать ее. У всех, кто не был в абьюзивных отношениях, возникает вопрос, почему она не написала заявление в полицию, почему не выкинула его из собственного дома. Но Лучана уже эмоционально раскачана настолько, что чувствует виноватой себя. Ей кажется, что Лука идеален, ведь совсем недавно он был таким. А значит, виновата во всем она. Но если она будет вести себя правильно и не станет повторять ошибок, то и прежний Лука вернется. Классическая иллюзия жертв, которые абьюзеры тщательно в них взращивают. Ну а Лука умело пользуется плодами своих трудов. Скорее всего, неосознанно, но он практикует то, что психологи называют прерывистым подкреплением. Ведешь себя плохо? Разумеется, по его меркам плохо. Получаешь по башке, в прямом и переносном смыслах. Выполняешь все мои требования о послушании, и я обращаюсь с тобой как с принцессой, и ты действительно чувствуешь себя особенной, уникальной и самой важной в моей жизни. Так что, в конце концов, жертва совершенно запутывается и уже не понимает, в какой кривой и извращенной реальности она в действительности находится. Лучана прячется от знакомых и от сестры, потому что ей стыдно показать синяки. Парадокс, тоже очень часто встречающийся у жертв бытового насилия. Это сделал другой человек, а они стыдятся так, будто совершили что-то непотребно глупое сами. Постепенно Лука изолирует Лучану от мира. Они замыкаются в этих токсичных и тоталитарных отношениях только между собой. В их дом перестают приходить гости. А потом Лучана просыпается. Резко и болезненно, в буквальном смысле рванула. 6 апреля, ровно через 3 месяца после знакомства, в квартире Лучаны взорвался газ. 2 окна разбиты вдребезги. Девушка, которая еще была в постели, чудом не пострадала. Но потом выясняется, что это непростая утечка. Прибывшая на место полиция настаивает. Кто-то специально открыл кран газовой трубы. Имела место либо попытка самоубийства, либо убийства. Соседка близняшек Федерика, пытаясь помочь, покупает для них немного продуктов и по телефону приглашает Лучану к себе. Вместо нее является Лука, совершенно спокойный, как будто ничего не произошло. Он даже пытается флиртовать с соседкой.
Узнав, что она не свободна, ничуть не смущается, а начинает выяснять у мужа, хорошие ли у них отношения. История со взрывом так и не была расследована, но после нее Лучана наконец-таки пришла в себя и увидела, что перед ней вовсе не принц, а обычный неудачник-присоска, обосновавшийся на ее шее и периодически отпускающий пинки. К радости сестры Лучана решает выгнать Луку из своего дома, но тот не хочет уходить. В конце концов они с Бруной проворачивают целую операцию. Одна вызывает лифт, другая заталкивает туда наскучившего гостя, захлопывает за ним дверь и запирает ее на все замки. Однако Лука из тех, кому что ни влей в глаза, все божья роса. Выйдя из лифта, он замечает садящуюся в свою припаркованную подъезда машину Бруну и просит его подбросить. «Передними колесами или задними?» – спрашивает женщина в ответ. И срывается с места, надеясь, что не увидит опасного гостя рядом с собой больше никогда. Увы, как это часто бывает с жертвами при первых попытках освободиться, Лучана продержалась недолго. Даже сейчас не всем известно, что для полного выхода из таких отношений нужно много времени, сил и помощи, если не профессионалов, то хотя бы друзей. Через пару недель девушке стало невмоготу, синяки поблекли, а потерянная любовь, наоборот, начала казаться самым ярким, что случилось в ее жизни. И она сама позвонила Луке. Долго ревела в трубку, что скучает, пока он милостиво не согласился принять ее в фургоне, где нашел себе временное пристанище. 26 апреля 2006 года Лучана и Лука проводят вместе целые сутки. На следующий день они решают выбраться из своего логова, чтобы побыть среди людей. По настоянию Лучаны, она существо социальное, любит общаться и тусить. А вот Лука, в отличие от нее, интроверт и никогда не стремился к компании. Они направляются на одну из площадей города, где в это время вовсю кипит жизнь, встречают друзей Лучаны, и те уже после совсем мимолетного знакомства замечают, что молодой человек ведет себя как собственник в своем праве. Лучана не может отвернуться от него ни на минуту. Едва ее внимание переключается на кого-то другого, как он тут же подхватывает ее под руку и торопится увести. Она раздражается, пытается сопротивляться и уже сама не рада тому, что попыталась восстановить эту связь. Легкость, которая была в отношениях в начале, не возвращается. Зато имеет место все остальное. Вырываемый из рук и постоянно проверяемый мобильник, властные взгляды, повышение голоса. Все их перемещения бесстрастно фиксируют камеры наблюдения. И даже на коротком отрезке одного вечера видно, насколько эти отношения больны. Как один из них бесстыже прилипчив, а вторая то пытается освободиться от навязчивых объятий, то сдается, то ли из жалости к нему, то ли от отчаянного желания вернуть недавнюю сказку. Вот Лучана отделилась от группы, чтобы купить бутылку вина. Вот Лука, воспользовавшись моментом, что-то ищет в ее сумке. Вот она возвращается, угощает всех, а он, обозленный этим поступком, уходит с площади, оставив на брусчатке свой пакет с какими-то вещами. А потом, подождав немного, девушка подхватывает пакет и идет вслед за парнем. 2 часа ночи, 28 апреля. Продолжая ссориться, они входят в бар. Лучана закрывается в туалете, Лука караулит ее под дверью, и они снова продолжают эту странную прогулку по темным Каруджи, переулкам исторического центра Генуи, пока в какой-то момент не исчезают из поля зрения камер. 2:30. Бармен из соседнего заведения выходит в переулок, чтобы выбросить мусор. Он замечает в темном углу какое-то движение, но не придает этому значения. Возле мусорных баков полно крыс. Должно быть, они дерутся вокруг пластикового мешка. Но мешок хрипит, и бармен с ужасом понимает, что это женщина, сидящая на тротуаре, прислонившись спиной к стене. Что-то черное течет у нее из заметной раны на горле. Она пытается зажать ее, пытается удержать жизнь внутри себя. Бармен вызывает скорую, та приезжает быстро, но все же слишком поздно для того, чтобы спасти несчастную. Она захлебнулась собственной кровью. При женщине нет сумки, нет документов и телефона. Первая версия полиции – это ограбление, возможно, с попыткой изнасилования. Чтобы опознать жертву, в новостях показывают ее татуировку, и Бруно с ужасом убеждается, да, это ее сестра-близнец Лучана.
На следующий день Лука Дельфина идет к парикмахеру и из лохматого хиппи превращается в аккуратно и по моде подстриженного и чисто выбритого парня, практически метросексуала. Да, он все же стал подозреваемым, причем единственным, тем более, что полиция получает анонимный звонок с сообщением, что убийца именно он. Но против него нет никаких прямых улик, само происшествие на камеры не попало, как, впрочем, и момент, когда они случайно и расстались. При обыске обнаружилось, что одежда и обувь, в которых он был в ту злополучную ночь, тщательно постираны в машине. Он попросил об этом мать, объяснив, что облился вином. А еще у него дома обнаружили целую коллекцию украденных женских сумок с документами внутри. Ну, просто деньги были очень нужны. Впрочем, сумки Лучаны среди них не нашли, как не нашли ее мобильный телефон и отбитое бутылочное горлышко, которым предположительно ее и зарезали. Так что Лука Дельфина, категорически отрицавший свою причастность, арестован не был и остался на свободе. Он отправился в принадлежащий его семье загородный дом, чтобы отдохнуть от стресса, а всего через несколько дней после смерти Лучаны позвонил по одному из номеров, нашедшихся в его мобильном. Ее зовут Антонелла Мультери, они познакомились некоторое время назад у кофейного автомата в госпитале Гальера в Генуе, куда Антонелла пришла навестить перенесшего операцию на позвоночнике отца, а Лука попал с травмой ноги. Девушка ждала, пока наполнится чашечка кофе. Она устала. Вместе с матерью они провели в больнице долгие часы. И вот, пока пыхтит и шипит струя кипятка, рядом оказывается Лука Дельфина на костылях. Они обмениваются взглядами, несколькими фразами и, наконец, знакомятся. Антонелле 33 года, она живет неподалеку на Лигурийском побережье, средневековые города которого почти отвесно обрываются к Лазурному морю. Крошечный же поселок Дольчако, где расположен дом Антонеллы, настолько прекрасен, что вдохновил на создание картины самого Клода Моне. Родители Антонеллы, Роза Триподи и Рокко Мультери, приехали сюда из Калабрии много лет назад и управляют бензоколонкой. Антонелла – их единственная дочь. Несмотря на то, что родители обеспечили ее всем, сразу после школы она начала работать в кафе официанткой, обслуживая клиентов более 10 лет. Потом нашла работу в Сан-Ремо в косметическом центре. Работящая, активная, веселая девушка. Ей нравилось быть среди людей, общаться и танцевать. Сильная и независимая, она, тем не менее, очень любила своих родителей и почти каждое утро по дороге на работу заезжала к ним на чашечку кофе. Обменивалась новостями с отцом, секретничала с матерью. Обычная, по итальянским меркам, очень молодая женщина, со своими мечтами о будущем, в котором, конечно же, найдется место не только материальному благополучию, но и большой любви. Когда Лука позвонил ей через несколько дней после встречи в больнице и предложил поужинать вместе, в дополнение к приглашению он без долгих реверансов сообщил своей даме, что ему негде ночевать. И, как это случалось уже не однажды с другими, Антонелла, недолго думая, поддается порыву и приглашает едва знакомого бездомного к себе. Ну еще бы. Ведь свое темное прошлое и не менее темное настоящее Лука не афиширует. Для потенциальных невест у него заготовлен другой образ, полный яркого обаяния, таинственной глубины и незаурядной харизмы. Он снова красиво говорит и к месту демонстрирует свои познания в кино и культуре. Его проникающий в душу взгляд одновременно меланхоличен и влюблен, он умеет казаться одновременно и сильным, и уязвимым. Собственно, такой он и есть на самом деле. Обаятельный экстраверт с женщинами, в смешанной компании он замкнут, неуверен и тревожен до паранойи. Он практически не говорит о себе и окутывает собственную персону такой завесой тайны, что его фамилии обычно не знают даже приютившие его дамы. А впрочем, в глазах Антонеллы все это только добавляет ему привлекательности. Правда, матери ее он сначала не понравился. Она не могла понять, почему, придя познакомиться с родителями, даже в помещении он не снял темные очки. Но потом Лука сумел обаять и ее. Чрезвычайно вежливый, всегда открывает дверцу машины для дам, не позволяет ни ей, ни дочери даже прикоснуться к пакетам с покупками и всегда подносит их сам. Но Антонелла с самого начала просто в восторге. Конечно, дорогих подарков Лука не делает, но зато он такой романтичный. У него всегда припасена для нее какая-то милая мелочь вроде маргаритки с обочины. И как не обожать такого мужчину? Как не чувствовать к нему безумное влечение и безумную влюбленность, которая со временем, конечно же, перерастет в
прочную, скорее всего, даже вечную любовь. Антонелла, как, впрочем, и ее сверстница, еще не слышала, что такое первые тревожные сигналы в отношениях, те, что теперь принято называть красными флагами. А они есть. Постепенно Лука как бы оттесняет в сторону друзей и даже родителей Антонеллы, словно исподволь завладевает телефоном девушки, не позволяя ей говорить даже с матерью. Несчастная женщина обратилась в полицию и получила, в общем-то, вполне логичный ответ. Антонелла – совершеннолетняя и дееспособная женщина. Только она может решать, с кем ей общаться, что делать со своим телефоном и на кого жаловаться в полицию. Как-то прорвавшись через выстроенные Лукой кордоны, она все же дозвонилась до дочери, и они пришли в полицейский участок уже вдвоем. Несколько раз полицию в дом Антонеллы вызывали соседи. То ли девушка кричала, избиваемая Лукой, то ли слишком горячие влюбленные ссорились. Увы, и это тоже не принесло никаких результатов. Ну и, естественно, не чувствуя абсолютно никаких тормозов, Лука начинает набирать обороты. Дискуссии перерастают в ссоры, прикосновения в удары, ласки в фактические изнасилования. Антонелла мечется, она уже не понимает, где Лука настоящий, а где придуманный ею. Но тот умело манипулирует девушкой, раскачивая ее на качелях «люблю-не люблю» и становясь паинькой каждый раз, когда она уже совсем готова сорваться с крючка. Так, в день Святого Валентина он даже прошел 5 километров пешком под дождем, чтобы подарить ей букет красных роз. Правда, сделал он это после крупной ссоры, дабы снова пришвартоваться у Антонеллы в доме, но какая разница? Главное, что нехитрая схема работает. А потом они узнали, кто он такой. Не сразу, конечно. Поначалу им, как это водится у Луки, была неизвестна даже его фамилия. И о том, что он проходит главным подозреваемым по делу об убийстве бывшей девушки, они были не в курсе. Сам же Лука, просматривая газетную статью о трагической смерти Лучано Биджи, лишь горестно вздохнул и с глубоким сочувствием произнес: «Бедняжка, как можно убить такую девушку?» Собственно, раскрытию своего инкогнито поспособствовал сам Лука. Вместе с Антонеллой и ее матерью он оказался в машине девушки, а у машины оказался сломан дворник. Лука, не дать не взять благородный сеньор, решил проблему. Он оторвал дворник от чужой машины, припаркованной неподалеку, чтобы прикрутить его туда, где он, по мнению доброго разбойника, был нужнее. Оказалось, что ограбленная машина принадлежит бармену и припаркована прямо рядом с его заведением. Так что незамеченным доброе дело не осталось. Луку поймали на месте, и в местной газете, не избалованной криминальными новостями, появилась небольшая заметка о несостоявшемся Робин Гуде. Из нее потенциальные свекры и узнали, что имеют честь общаться с человеком по имени Дельфина. И к тому же в чем этого самого Дельфина подозревают. Сказать, что Роза Мультери была напугана, значит ничего не сказать. Женщина была в панике. Ее дочь встречается с человеком, который подозревается в том, что совсем недавно убил свою девушку. Она немедленно снова отправилась в полицию, а там от нее снова отмахнулись. Дескать, человек в таком положении и шагу не может ступить без ведома следователей, так что беспокоиться совершенно не о чем. И вообще, слишком тревожной сеньоре следует, цитата, «заниматься своей работой на бензоколонке, пока мы будем делать свою». Напрасно Роза твердила полицейским, что история, которая имеет совершенно зловещий оттенок, повторяется, что Лука агрессивен, и что ее дочь рискует закончить так же, как несчастная Лучано Биджи. А скоро Роза получила с телефона дочери сообщение, которое повергло ее в шок. Их с мужем обвиняли в том, что они ничего не знают, не понимают, и обвиняют Луку без причины. А главное, родители больше не должны беспокоить молодую пару, потому что теперь они с Лукой женаты. Одного взгляда между Розой и Рокко хватило, чтобы понять друг друга. Это сообщение не могла написать Антонелла. Не та манера, стиль, в конце концов, она никогда не произнесла бы таких обидных и горьких слов. Родителям ясно, сообщение написал Лука. Увы, это был далеко не последний красный флаг. Лука приходил к Антонелле на работу и бил ее прямо при коллегах. Не единожды подкарауливал ее по дороге. Так что однажды, чтобы вырваться и убежать, она даже сбросила и оставила в его руках пальто. Это продолжалось неделями и месяцами. И вот, в конец измотанная Антонелла решила положить конец этим отношениям. Впрочем, решить-то она решила, но, как выяснилось, уйти от Луки не так просто.
В день, когда она проводила его на вокзал, ей пришлось буквально отрывать его от дверцы своей машины. Лука плакал, клялся в вечной любви и отчаянно цеплялся всеми конечностями, не желая отпускать столь ценный для него ресурс. И это был не единственный эпизод с машиной Антонеллы. Не один раз, сев в нее, девушка обнаруживала на заднем сиденье неизвестно как пробравшегося туда Луку. Однажды он попытался перегородить дорогу, когда Антонелла с матерью собирались ехать домой. Кое-как они вырулили, но каково было их удивление, когда, добравшись, они обнаружили Луку, уже поджидающего их на пороге. Он оказался прилипчив, как гигантский осьминог с 1000 присосок. Когда семья собралась в доме родителей Антонеллы, чтобы мирно отпраздновать сочельник, он притащился и туда, с рождественским куличом панеттоне и бутылкой сладкого игристого спуманте. Долго долбился в дверь, в ответ на просьбу матери Антонеллы оставить их в покое начал орать под окном, что это ее вина, что она разлучает два любящих сердца и что ей придется дорого заплатить за это. Роза вызвала полицию. Но когда те приехали, то обнаружили под дверью тихого, печального влюбленного, с гостинцами к празднику в руках и едва ли не слезами на глазах. Лука выглядел таким безобидным и несчастным, что его стало жалко даже карабинерам. Но Антонелла с Розой не смогли никого убедить, что этот парень сейчас только прикидывается ягненочком, а обычно ведет себя как ада в козлище. И это было только начало кошмара, который как будто повторял историю с Лучаной. После короткой паузы, когда казалось, что Лука смирился с разрывом, начались преследования. При этом закона о сталкинге в то время в Италии еще не было. И Дельфино мог продолжать навязывать свое присутствие Антонелле везде, в любое время дня и ночи. Да и для того, чтобы отравить жертве жизнь, вовсе не обязательно присутствовать рядом с ней физически. Век современных технологий предоставляет массу удобных возможностей. Угрожать можно и по телефону, преследовать в соцсетях. Заявления и просьбы о помощи от Антонеллы и ее семьи ни к чему не приводят. Доведенная до отчаяния девушка то и дело срывается, а Лука спокойно продолжает гнуть свою линию. Вот один из перехваченных телефонных разговоров между Антонеллой и Лукой. Девушка в отчаянии кричит на него. Sì, in manicomio. Voi me lo dici di persona, va bene? Certo, così di persona mi metti le mani al collo, vero? No, non ti mi dici, non ti tocco con un per i dito. capelli, no? Perché una persona per stare con lei, sai cosa fai te? O gli metti le mani al collo, o la pigli per i capelli, o addirittura la obblighi a fare sesso, eh? Perché Ma così no. almeno la devi tenere con te, vero? Tu No, no. obbligandole le persone te le tieni con te, capito? No, guarda, mi Non sembra che obbligandole, schifoso. mi sembra che la tua Schifoso. Quindi esci da quella di casa, Luca, perché ti faccio uscire. Ti faccio uscire. brava, minaccia, Ti brava. minaccio? Sei tu che mi stai obbligando a stare con te, sei in casa Minaccia. mia. E arrivo in ritardo al lavoro e lo dico a Rosita. E a Rosita gli dico la prossima volta che non mi vede arrivare alle 8:30, chiama i carabinieri. Hai capito? Brava. Perché con te servono solo i carabinieri. Perché con Brava. quelle maniere Ma come- Luca Delfino non se ne va! Hai Luca capito? Delfino sai cosa fa? O stai con lui o ti fa fuori! Увы, эти слова оказались пророческими. Наступает весна 2007 года. Несмотря на все попытки Антонеллы разорвать отношения, Лука продолжает преследовать ее. 28 апреля Дельфино отправил своей девушке, пытающейся объяснить ему, что она бывшая, сообщение. «Вспомни, какой сегодня день». День и впрямь особенный. Прошло ровно 12 месяцев с момента убийства Лучаны Биджи. Впрочем, Лука все еще на свободе. Зато такое напоминание не на шутку пугает Антонеллу и ее мать. Но система правосудия оказалась бессильна защитить их. У семьи не было доказательств насилия, не было свидетелей угроз. А у полиции не было закона, который заставлял бы их действовать и защищал бы жертв преследования. Адвокат Рикардо Ламонако, верный защитник семьи Дельфино и самого Луки, рассказывал, что однажды его клиент пришел к нему навстречу вместе с Антонеллой. Воспользовавшись недолгой отлучкой суженого, девушка сбросила все защиты и расплакалась в жилетку адвокату своего жениха. Сквозь слезы она говорила ему, что в отчаянии. Как это нередко случается с жертвами абьюзивных отношений, она все еще любила Луку, но не могла больше терпеть его выходок и крайне собственническую натуру. Адвокат,
проникнувшийся к Антонелле почти отеческим сочувствием, дал ей совет против интересов своего клиента. «Исчезни», — сказал он ей. «Скройся, пропади из его поля зрения. Этот парень не для тебя, оставь его». И это была едва ли не единственная помощь, которую получила несчастная девушка за все это страшное время. Она исчезла, точнее попыталась. Сменила номер телефона, удалила всю информацию, что можно было удалить, закрыла все виды связи с ее мучителем. Проблема в том, что для того, чтобы испариться по-настоящему, нужно время. Антонелла не может за 1 минуту начать свою жизнь в другом месте. Ее экономических возможностей хватило лишь на то, чтобы, бросив собственный дом, переехать на другую квартиру в том же городе и попытаться сохранять свое инкогнито там. Что практически невозможно, учитывая суперактивное дружелюбие итальянских соседей. Но, по крайней мере, Антонелла не ставит домофон. Впрочем, главная проблема не в соседях, а в том, что Антонелла не сменила работу. Бросить в одночасье привычное и любимое место девушке не хватило смелости. Или, наоборот, страха. Впрочем, и того, что было сделано, поначалу казалось достаточно. Лука, наконец, исчезает с ее горизонта и не дает о себе знать. Так что Антонелла верит, она, наконец, избавилась от кошмара. Август 2007-го. 11 числа Антонелле исполняется 33 года. Они с подругами решают отпраздновать день ее рождения и заодно долгожданное освобождение от навязчивого любовника. В 2 шагах от Вентимилья, где Антонелла сняла квартиру, Франция, Монако с его казино, Ницца, Канны. Девушки решают отметить отправку Луки Дельфина по самому подходящему для него адресу с размахом, проехавшись вдоль Лазурного берега. Увы, он тоже уже принял свои решения. 8 августа, за 3 дня до праздника, Лука идет в ювелирный магазин, чтобы купить любимый в подарок цепочку. А заодно прихватывает в супермаркете 5 пар латексных перчаток и большой кухонный нож. Такая вот альтернатива. Покупая украшения, он флиртует с продавщицей. «Примерь, я посмотрю, как она на тебе смотрится. Ах, какая ты красавица». К счастью для себя, девушка послала его примерно по тому же адресу, что и Антонелла. Лука настаивать не стал, мало ли на свете более изговорчивых. По дороге к Антонелле он успевает подкатить еще не к одной девушке. При этом, напомню, в кармане у него цепочка, при помощи которой он собирается помириться с Антонеллой. Ну или пустить в ход нож. Видимо, в зависимости от реакции. Антонелла, которая вот уже несколько месяцев чувствует себя свободной и впрямь верит в то, что больше не услышит о Луке, начинает потихоньку приходить в себя. Она купила себе к празднику замечательное красное платье, а на 10 августа записалась вместе с коллегой в солярий. Пропрятавшись лето по углам от бывшей любви всей жизни, она выглядит довольно бледно и хочет исправить ситуацию хотя бы искусственным загаром. Тем временем Лука приезжает в Сан-Ремо, где работает Антонелла, и берет скутер, чтобы ее выследить. Ну как берет? Угоняет, понятное дело. Подкараулив ее неподалеку от выхода из магазина, он направляется к ней, но Антонелла идет в салон красоты. Неизвестно, решил ли он уже в тот момент, цепочка или нож достанет из кармана. Или это случится позже, когда Антонелла выйдет от косметолога посвежевшая, похорошевшая и готовая двигаться дальше, а он попытается с ней заговорить. Все произошло очень быстро. Очень быстро. Едва девушка ступила на тротуар, он набросился на нее и нанес ей 40 ударов ножом. Подруга с криком убежала, прохожие, которых среди бела дня в центре города было полно, не вмешивались. Или не успели вмешаться. Оказывается, чтобы 40 раз ударить человека ножом, нужно не так уж много времени. Даже меньше, чем требуется медикам, чтобы констатировать, помочь здесь уже нечем. Потом на арене событий появляется тот единственный, кто попытался и смог остановить его, Сандро Ди Лоренцо. Увы, он подоспел только когда Лука уже бросил свою жертву и побежал, но, по крайней мере, с его помощью убийцу удалось поймать. С этого момента поведение Луки опять меняется. Из пытающегося все контролировать матча он превращается то ли в маленького мальчика, то ли в «я ничего не помню» сумасшедшего. Услышав крик Сандро, он смотрит на нож в своих руках, кровь на одежде, и произносит: «Кажется, я сделал глупость».
Розита, та самая коллега Антонеллы, с которой они были в тот день, сообщила ее матери, что дочь попала в аварию. Но засыпанная вопросами очень скоро призналась Розе, что дело не в дорожном происшествии, и что та встретила Луку. Дальше женщина все поняла сама. Не выпуская из рук руля, она мчалась в госпиталь, не помня себя, и кричала раненым зверем: он убил ее. Она не помнит, когда ехала, помнит только, что набросилась с кулаками на первого попавшегося полицейского. Это вы во всем виноваты», — кричала она. Мало что в этом рассказе делает полиции честь, но, по крайней мере, за это нападение несчастной матери ничего не предъявили. Вспоминая о том, как потеряла единственную дочь, Роза Триподи будет говорить о страшном чувстве вины, которое испытывает. Вины за то, что когда Лука бросался на бампер ее машины, она не переехала его. «Да», — говорит она, — «меня бы посадили, но зато моя дочь осталась бы со мной». Увы, учитывая подробности этого дела, приходится признать, похоже, это и впрямь был единственный способ остановить Луку Дельфина. Все остальные отчаянные попытки, которые предпринимала семья Антонеллы, оказались безрезультатными. Заявления, устные и письменные обращения за помощью к правоохранительным органам оставались без внимания. Однажды Роза потребовала от дежурного полицейского принять под запись ее сообщение, что если они не примут мер, то Антонеллу постигнет та же участь, что и ее предшественницу Лучану Биджи. Надо ли уточнять, что известно об этом только со слов женщины, потому что никаких записей опытный правоохранитель делать так и не стал. Она, взрослая женщина, может сама решать. Такой ответ раз за разом получала отчаявшаяся мать, когда пыталась защитить свою дочь. «Мы следим за ним», — говорили карабинеры. «Без нашего ведома он не может и шагу ступить». И тем не менее, это никак не мешало Луке Дельфина преследовать свою жертву, буквально доводя ее до припадков. Семья Мультери осталась без законодательной поддержки и без реальной помощи со стороны тех, кто должен был их защищать. И поскольку у них, как и у большинства людей по всему миру, не было финансовых возможностей переехать и начать жизнь с нуля, они оказались в ловушке, по одну сторону которой был ни перед чем не останавливающийся безумец, а по другую закон, который защищал права насильников, но не их жертв. Через некоторое время судом все же было рассмотрено заявление Розы об угрозах убийством, то, что было подано ею еще при жизни Антонеллы. Луке Дельфина влепили штраф целых 80 евро, цифра меньшая, чем за парковку в неположенном месте. И тем более циничная, что и она взыскана была лишь потому, что Лука привел свои угрозы в исполнение, они не остались просто словами. «Non l'ha ancora uccisa quando la ucciderà, allora venite». Да более знакомый, но так не убил же. Убьет, приходите. По-итальянски звучит, может, и мелодичнее, но вовсе не смешно, особенно для жертв таких угроз. И хотя эта смерть, практически объявленная заранее, потрясла даже видавших виды прокуроров и карабинеров, заставив их, возможно, впервые осознать, что они не сделали достаточно, чтобы предотвратить ее, скорее верится, что, покричав и пообвиняв друг дружку, они сошлись на том, что им не в чем себя упрекнуть. Антонеллу к жизни уже не вернешь, а для их бездействия была вполне уважительная причина. В Италии на тот момент не существовало закона о преследовании. Когда начался процесс по делу об убийстве Антонеллы Мультери, Лука Дельфина предстал перед судом совершенно в другом облике. То ли он очень удачно отыгрывал роль безумца, то ли впрямь был безумен. С длинной бородой и растрепанными волосами, с широко раскрытыми глазами и странным взглядом, то будто бы наполненным удивлением в стиле «кто я, где я?», то сверкающим вдруг такой холодной жутью, что родственники жертв боялись его даже несмотря на охрану. Он утверждал, что ничего не помнит. Громко кричал, что хочет поговорить с Антонеллой, желал всем хороших похорон. Настаивал, что они его обманули, Антонелла жива, а похороны были фальшивыми. То отрицал, что нанес ей все эти удары ножом, то опять возвращался к позиции «ничего не помню». Короче, вы и сами знаете, как в обиходе называется такое поведение. Ну а психиатр Франческо Фрейлоне, проводивший экспертизу, назвал это нарциссическая и параноидальная личность с эмоциональной нестабильностью, которая делает ее социально опасной. При этом вменяемой такая личность была признана наукой лишь частично.
Благодаря этому Луке Дельфино полагалась скидка от заслуженного срока. К тому же в то время такие дела еще можно было рассматривать в упрощенном порядке, а это тоже предполагало сокращение наказания. В итоге возможным максимумом по делу об убийстве Антонеллы Мультери оказались лишь 16 лет и 8 месяцев. Их, попавший в жесткие рамки, судья и назначил. Этот приговор поразил в самое сердце не разбирающуюся в юридических тонкостях мать жертвы, которая сказала журналистам, что ее дочь убили дважды. Ну а отец Антонеллы просто обозвал Италию государством Ди Мерда и пообещал, что правосудие совершит он сам, как только Лука выйдет из тюрьмы. Ну, мужчину можно понять, хотя насчет Мерды он, наверное, все же погорячился. Впрочем, следует все же признать, что законы бюрократии, существующие здесь, как и практически в любом государстве, проявились по полной в другом деле против Луки Дельфино, в процессе об убийстве Лучано Биджи, который состоялся уже после приговора по делу Антонеллы. Казалось бы, Лука был обречен на пожизненное. Но у него был очень хороший адвокат, который, выступая перед судом, попросил его не смотреть на длинные волосы, безумные глаза и бурное прошлое Луки. Забыть о деле Антонеллы Мультери и судить обвиняемого, опираясь исключительно на факты дела Биджи. А главное, помнить о принципе, что вина должна быть доказана вне всяких разумных сомнений. Очень правильная позиция с точки зрения юриста. Практически нереальная для нас, простых обывателей. Но Луке Дельфино опять несказанно повезло. Кроме того, что камера над местом преступления не работала, а все следы вокруг были практически уничтожены сначала бригадой скорой помощи, а потом самими же полицейскими, оказалось, что у прокурора, который расследовал дело, серьезный конфликт со всей юридической элитой Генуи. Видимо, все же это обстоятельство имело решающее значение. А иначе просто невозможно объяснить тот факт, что, несмотря на многочисленные косвенные доказательства и явное сходство между двумя преступлениями, 14 февраля 2011 года Лука Дельфино был оправдан по делу об убийстве Лучано Биджи. История Антонеллы Мультери стала причиной невероятного всплеска общественной активности и одним из катализаторов для изменения законодательства в Италии. В 2009, через 2 года после убийства Антонеллы, в стране наконец был принят закон о преследовании и сталкинге, который позволяет привлекать к ответственности людей за подобные деяния еще до того, как они перерастут в физическое насилие или, того хуже, убийство. Увы, несмотря на это, а может в какой-то степени и благодаря, статистика сталкинга постоянно ухудшается. К 2024 году эти цифры достигли максимума, а количество убийств женщин их преследователями с начала 2025 года не дает никакой надежды на улучшение этой статистики. По данным отчета Истат, число жертв и формы насилия, 21,5% женщин в возрасте от 16 до 70 лет, что эквивалентно 2 миллионам 151 тысячи, в течение своей жизни подвергались преследованию со стороны бывшего партнера. Это каждая пятая. Почти в 8 случаях сталкинга из 10 преследователь мужчина, а жертва женщина. И лишь менее чем в 2 случаях на 10 наоборот. При этом, несмотря на закон, лишь 15% пострадавших обратились в полицию. И еще меньше к адвокату или в Центр по борьбе с насилием. А ведь каждый случай сталкинга – это бесконечная река слез жертв и их близких. Отец Антонеллы, Рокко Мультери, не выполнил своего обещания наказать Луку Дельфино и умер, не дождавшись его выхода из тюрьмы. Мама Роза осталась совершенно одна. Она находится на диализе, ее здоровье серьезно подорвано пережитой трагедией. По ее собственным словам, она чувствует себя ходячим мертвецом. Женщина встает с постели лишь для того, чтобы плакать и вспоминать погибшую дочь. А еще она очень боится, что Лука выполнит свои угрозы и в отношении нее. В постоянном страхе живет и сестра-близнец Лучано Бруно Биджи. Живет, опасаясь, что однажды случайно встретит Луку Дельфино на своем пути. А ведь и ей он обещал, что на ее долю его тоже хватит. Что же касается самого Луки, свой тюремный срок он отбыл полностью. Его жизнь за решеткой была весьма насыщенной. Он был судим за убийство сокамерника, но опять оправдан. И якобы другие его сокамерники утверждают, что он рассказывал им. Ему удалось выдать происшедшее за самоубийство, но на самом-то деле
На самом-то деле там была безумная любовь со стороны Луки. Изнасилование им предмета своей страсти, угрозы рассказать. Однако, как я уже сказала, все эти истории остались тюремным фольклором, никаких приговоров Луки вынесено не было. Как, впрочем, и по делу, где Лука сам выступил жертвой насилия в камере. После окончания тюремного срока он был переведен в РЭМС, специальное заведение для преступников с расстройствами психики, которые представляют общественную опасность. Согласно приговору, он должен проходить там лечение до того момента, пока не выздоровеет, но не менее 5 лет. Сейчас он находится в РЭМС под названием Вилла Катарина в генуэзском пригороде Пра. Как говорят местные жители, после перевода Луки, вышедшие с манифестациями против такого соседства, это была лишь капля, переполнившая чашу их терпения. Они давно уже и без него устали от беспокойных соседей, которых нередко встречают в собственных садах, и которые минимум раз за ночь обеспечивают им побудку с сиренами и прожекторами. Недовольны и многие другие итальянцы. Жизнь Луки Дельфино в спецклинике кажется им слишком комфортной. Судите сами. У него есть собственная комната, PlayStation. Он посещает курсы керамики. В оздоровительных программах центра есть групповая индивидуальная терапия. Заключенные могут заниматься трекингом в окрестностях центра, посещать дискуссионный зал, бассейн, играть в футбол, участвовать в образовательных и чисто отдыхательных выездах. Адвокат Луки советует ему тщательно относиться к лечению и не спешить покинуть заведение со столь комфортными условиями. Справедливости ради, вряд ли найдется врач, который возьмет на себя ответственность подписать заключение о том, что Лука Дельфино здоров и больше не опасен. А это значит, что, скорее всего, он останется в клинике пожизненно. Тем более, что есть те, кто утверждает, будто слышал сам, как Лука говорил, первое, что сделает, выйдя на свободу, это убьет снова. Но не будем забывать о высоком интеллекте и прекрасных актерских способностях нашего пациента. Говорившие с ним журналисты утверждают, что выйти он хочет, дабы попросить прощения у матери Антонеллы. Ну а что на самом деле думает Лука, мы не знаем. Как сказал его великолепный в умении сочетать трезвость и справедливость позиции и качественную защиту своего клиента адвокат Рикардо Ламонако, этот человек никогда не был совершенно искренним даже с ним, защищавшим его всю жизнь. Так что все, что нам известно точно, это то, что Лука Дельфино совершенно уверен. Настанет день, и он выйдет на свободу. Однажды в Италии.